Итак, криптоэнтузиасты, приветствую вас на канале. Христос воскрес, с максимальным позитивным праздником вам в хату. И что у нас на крипторынке? Давайте мы сегодня посмотрим, сделаем такой утренний обзорчик. Конечно же, данный обзор заслуживает лайка, подписки, комментария, потому как активность на ютубе потихоньку падает. Ну, видно то, что у нас криптовалюта потихоньку корректируется, и нету для крипты вообще даже, такое отвратительное состояние, просто не хочется даже ничего там смотреть, ничего рассматривать. Но я считаю, что на данный момент мы уже подходим к дну на альткоинах, и посмотрим, почему так именно происходит. И крипта довольно-таки неплохо начинает отрастать. За день мы видим то, что у нас здесь есть неплохое движение. Начинается у нас альт-сезон. Тот самый полномасштабный альт-сезон. Считаю, что уже вот он уже стучится в окно. Что видно по портфелю? За 90 дней у нас сильнейшее падение, и здесь у нас падение закончилось. Конечно, идеальная точка входа была у нас 7-6 апреля, но сейчас тоже неплохо можно входить. Рано радуемся. За 30 дней у нас здесь есть и разворот, но если посмотреть за 90 дней, вроде бы как 11 марта у нас тоже формировали разворот, а потом 27-го все это дело опять слили на новое дно. Сформировалось ли здесь дно, пока никто ничего не знает, но торговая пара эфир относительно битка, вернее набор лонгов эфира относительно битка, здесь у нас в принципе что? Останавливается и уже есть реакция альткоинов. Мы можем увидеть то, что у нас первая дневка красная. Она здесь у нас такая очень-очень маленькая. Вот уже второй день здесь ничего практически не происходит. Но в принципе еще у нас была похожая ситуация 23 марта. И была похожая ситуация вот у нас 23 февраля. Пока нужно здесь посмотреть, как у нас закончится неделька. Если у нас эта неделя заканчивается с небольшой волатильностью, следующая тоже, третья тоже, то это уже можно выдохнуть и сказать, что все, вершина у нас сформирована, и дальше начнут качать альту. Уже буквально есть первые качели на альте, сейчас мы их всех рассмотрим. Буквально, если мы посмотрим на часе, у нас здесь вообще шикарно все происходит. Вот у нас были первые качели, буквально вот здесь вот, и вот уже продолжаются вторые качели. Мы видим то, что здесь вроде бы как вершина формируется. Да, мы можем еще немножко порасти, но тренд уже затухает. Здесь у нас была волатильность небольшая, альта отреагировала. Здесь у нас опять же этой ночью волатильность, альта реагирует. Я думаю, что видите у себя на портфеле результат. DXY у нас тоже продолжает падать. На дневке у нас интересный момент. Открылась дневка. Понедельник, 21 апреля, 25 год. Красная свеча. Как она там умудрилась открыться, я не знаю, конечно же. Уже 21 число где-то у кого-то там. Но я думаю, что здесь мы тоже четко все отработали. И думаю, что мы сходим еще сюда вниз. Это было бы еще более-менее позитивней для крипторынка. Ну, а тут, по всей видимости, мы находимся по крипте только вот здесь вот. По временному интервалу. Всю вот эту дорогу нам нужно будет отыграть. И это говорит о том, что крипта будет расти. Я предполагаю, что будет у нас конкретный разворот рынка где-то с середины мая. Когда у нас будет заседание ФРС, они, наверное, все-таки снизят ставку. Может, сильно не будут снижать. Может, даже ее снизить там на чуть-чуть. Буквально на какие-то там сущие копейки. И это будет хороший триггер для разворота рынка. Это будет очень замечательно для того, чтобы рынки росли. Но особо эйфории поддаваться не нужно. Сейчас идеальная точка входа. Можно покупать альткоины на 2 икса, продавать, потом опять 2 икса, продал. И так раскачать свой портфель можно.
Вот. Ну и будем, конечно, искать точку выхода. Точку выхода обязательно нужно найти с крипторынка, потому как если ты попадешь на медвежку, будет жопа полная. Сейчас, считаю, это не медвежка. С высокой доминацией биткоина и высокой доминацией биткоина и низкой доминацией альткоинов и эфириума, то мы навряд ли погрузимся на медвежку. Так, кто-то мне уже здесь пишет поздравления разные. Нужно выключить это все дело, чтобы не мешало. Итак, по поводу доминации. Давайте посмотрим доминацию биткоина. На данный момент у нас доминация битка немножко приостановилась в росте. И третий день падения. Куда у нас еще будет здесь движение, тоже никто не знает. Может быть такое, что дотянут до 64. У нас здесь все-таки будет вершина вот этого вот фитиля. 64%, 64.36, 64.5. В принципе, может еще немножко дотянут. Также у нас биточек, в принципе, неплохо держится, хоть и вся фонда сильно скорректировалась. У нас был 23 марта сигнал хэшрибана на покупку биткоина. Мы с вами здесь видим то, что падение остановилось и биток потихоньку набирает силу. Если мы посмотрим это все дело на дневке, то у нас, в принципе, выглядит это все вот так вот. Все здесь у нас выглядит. Видно то, что здесь идут уже объемы. Зеленые преобладают, большинство зеленые такие вот свечки, как у нас было примерно и вот здесь вот, и вот здесь вот. По всей видимости, биток формирует силу. Но не нравится то, что здесь у нас нету проторгованной зоны. Вот как у нас здесь был, формировали разворот, а потом слили на коррекцию. Все это дело ушло. И аналогичная ситуация может быть и здесь. Вот у нас шаблон бары. Мы набрасывали с вами шаблон бары. Какой-то прекрасный момент, что у нас сценарий может быть похожий, как это было вот здесь вот летом. И смотрите, четко по шаблон барам мы, в принципе, отрабатываем. Но я думаю, еще могут здесь свести коррекцию, как даже и по вот этим вот шаблон барам. Это будет у нас примерно вот так вот рост, а потом сквизом вниз собрать ликвидность и только потом пойти вверх. Нам нужен закреп выше, чем 90 тысяч долларов. Вот здесь вот нам нужен закреп на недельке увидеть. Но пока мы этого закрепа не видим. Может быть такое, что в мае месяце мы здесь уже будем в диапазоне 90 тысяч долларов за биток. Хотелось бы это увидеть. И дальнейший, конечно же, туземон. С текущих медвежка это будет очень жестко, если мы с текущих уходим на медвежку. Также, если мы посмотрим, то у нас на данный момент начинают качать разные уже щиточки. Вот у нас воксель качают уже. Давайте мы откроем воксель, посмотрим, что у нас с вокселем. Тут у нас вот такое вот движение. На палке такое вот движение. Давайте-ка мы посмотрим. Вот такие вот щиточки, в принципе, можно на них раскачиваться на 2 икса. Взял там 2 икса, поймал и ушел. Здесь у нас на данный момент зашли огромные объемы. Вот мы видим здесь объемы, но в принципе по поводу данного актива, если мы посмотрим на график, у нас здесь были всегда памп, сильнейший дамп с обновлением лоя. Залетать на такой зеленой палке никому не рекомендую. Сейчас может быть здесь сформирован и разворот, конечно же, на данный актив, но основные иксы уже здесь забрали. Давайте вот мы посмотрим. За 2 дня, смотрите, 732% роста. Даже 750% роста. Но это уже просто здесь ни о чем. Нужно искать другие активы. Воксель у нас уже, в принципе, показал иксы. И нужно рассматривать другие какие-то монетки на 2 икса брать. Я думаю, что они будут раскачиваться. 2 икса легко можно будет заработать, забрать прибыль и уйти. В принципе, вот так вот. Что у нас по монетке КДА? Просили тоже посмотреть монетку КДА. Давайте посмотрим. Здесь видно то, что здесь заходят тоже разные зеленые хорошенькие объемчики.
Дальше. Капитализация 142 миллиона долларов. Здесь есть у нас инвесторы, 12 инвесторов, Multicoin Capital. Multicoin Capital, Compound, в принципе. По поводу инвестиций, давайте-ка мы посмотрим. Ну, 0 XO. XO, в принципе, у нас здесь нету. Есть раунд 1, 17 год, 1X. И все. Актив, по всей видимости, очень старый. Давайте-ка мы посмотрим его. На дневке у нас, ну, как вся крипта укаталась с декабря месяца. Вот этот актив стоит, конечно же, присмотреться, и можно взять его. Есть сигнал на покупку. Хэшрибан дает сигнал на покупку. Давал он и здесь сигнал на покупку, и здесь давал сигнал на покупку. Здесь у нас был рост. Давайте-ка мы посмотрим, сколько здесь было роста. 343% роста, довольно-таки неплохо. Также здесь у нас тоже было 300% роста. Здесь тоже можно, в принципе, взять, поучаствовать на 2 икса, я думаю. Ну, на 257% примерно можно поучаствовать. Актив находится у нас в таком вот боковичке накоплений. С накопления он еще не выходил. И особо знатного роста не показывал. Кому интересно, можно, в принципе, присмотреться. Длительный период времени отрисовал боковик с марта 2022 года. Давайте глянем объемы. Здесь что-то они могут уже потихоньку отрисовывать. Объемы максимально идут вот по низу. С июня 2022 года, с момента краха Луны, актив, в принципе, рисует боковик. На бычке не участвовал, есть вероятность выстрела, я думаю, в этом активе. Так что это монетка с потенциалом на дальнейший рост. Это актив с потенциалом на дальнейший рост. Если даже расти по Фибоначчи закинем, то у нас 12 долларов, я думаю, что в пределах нормы досягаемая цена. 12 долларов могут, конечно же, они дать. Даже легко. А 12 долларов это с текущих. Получается у нас 25 иксов. Можно присмотреться. Можно, в принципе, присмотреться. Здесь были манипуляции. Здесь у нас объемы по дну забрали, набрали. Что у нас, в принципе, еще по поводу вестинга? Давайте-ка мы посмотрим. Вестинг. Здесь у нас все разблокировано. Здесь 1600 дней. Здесь все. Здесь все. Здесь все. Здесь все. В принципе, неплохо. У нас тут есть одна блокировка 1600 дней. Но это так. Потом будут разгружать на бычки. Здесь максимально все разблокировали. И можно, в принципе, воксель взять. Можно взять. Вот у нас платформа. Здесь еще не полностью все монетки разблокированы. И смотрите, актив уже, в принципе, показал конкретную коррекцию. И конкретный боковик. В затишье. Здесь коррекция у нас состоялась на 93%. Вроде бы как падать уже некуда, да. Отрисовали хорошую зону поддержки, и сейчас находимся в этой зоне поддержки. Но входить в данный актив нужно понимать, что несколькими позициями там обновили полностью все лои. Раз зашел там, упали ниже, усреднил. Ну, еще третий раз усреднил, и все, на этом остановился. Но, в принципе, прикольно он здесь выглядит, этот актив. Коррекция есть. Потенциал на рост есть, 2 икса можно забрать вложенные средства, и так как он ничего не показывал, может даже пульнет на 11 долларов, может, конечно. Вот такой вот у нас актив. Вот так вот. Здесь есть подписчики, Твиттер можно посмотреть, что у нас тут по поводу Твиттера. 302 тысячи читателей, есть здесь Слез Сатоши, Окикс. В принципе, вот так вот. Неплохой инструмент. Ну, покруче, чем вот этот, например. Здесь у нас октябрь 22 год. Ну, тоже похожая ситуация, да. Так, в Оксе похожая ситуация, как и монетка КДА. Вот так вот. Вот, в принципе, вот так вот. Потихоньку начинают раскачивать. Посмотрим, достигла ли у нас доминация биткоина своих хаев. Поставила ли у нас здесь крупный игрок вершину с набором лонгов. Интересно, конечно же. И, конечно же, не забываем поддержать канал, лайк, подписка, комментарий, потому как нас уже здесь 5611 участников. Большинство с них не боты, потому как у меня нет ботовой подписки.
Так что, криптоэнтузиасты, поддержали канал максимально. И все у нас, я думаю, что получится. Я думаю, что на данный момент у нас уже рынок готовит к развороту. И вот-вот мы уже где-то на пороге того самого знаменитого To The Moon. Какой он будет, никто, конечно же, не знает. Но я думаю, что у нас будет движение начинаться с начала лета. Многие говорят, что летом ничего интересного не будет. Мне кажется, что в начале лета начнут что-то двигать. Вот просто попой чувствую. Чувствую попой, что в начале лета что-то двинется у нас уже. Конечно же, мы можем не прийти к декабрьским ценам, мы можем не прийти к мартовским ценам, но разворот рынка и движение, начало движения мы сможем с вами, я думаю, что увидеть. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всех поздравляю с Пасхой. Всем желаю мирного неба. Всем пока, до связи.